Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 1 марта, среда. Сегодня хочу вам предложить очень важное видео. Вчера в Конгрессе состоялось слушание в Палате представителей, в Комитете по делам вооруженных сил. Это один из двух ключевых комитетов Палаты представителей, от которых зависит помощь Соединенных Штатов Украине. И не только предоставление помощи финансовой и в виде различных видов вооружения, но также и определение стратегии правительства Соединенных Штатов в отношении того, что делать в оказании помощи Украине и что делать с режимом Путина. Это первое слушание такого рода с момента начала российской агрессии против Украины. Первое открытое заседание. И тема главная, которая была заявлена, это заслушивание основных чиновников администрации Байдена по поводу того, как осуществляется контроль за той помощью, которая предоставляется Украине американцами. Но функция этого комитета гораздо шире, поэтому там рассматривались практически все вопросы. Вот сколько я вам говорил, рассказывал о позиции Соединенных Штатов по Украине, сколько вы ходите, слушаете другие каналы, задаете массу вопросов, потом опять возвращаетесь ко мне, по 10-му разу один и тот же вопрос задаете. Вот здесь все это практически есть. Я его прослушал виртуально, в записи 2,5 часа, прослушал с карандашом в руках, как говорится. Но на самом деле в компьютере сидел и конспектировал, потом еще раз это все прочитал и потом еще раз освоил. Если вы внимательно прослушаете, что я вам сейчас расскажу, а это вот выжимка из 2,5 часов слушаний, которые там были, значит, вы поймете на многие месяцы вперед стратегию Соединенных Штатов и на что они идут, и на что они готовы пойти в оказании помощи Украине. Вел это заседание новый председатель этого комитета, республиканец Майк Роджерс. С большим удовлетворением я должен констатировать, что он находится на одной волне с предыдущим главой этого комитета, демократом Смитом, который, по-моему, в декабре он был в Киеве, вел там переговоры, встречался с Владимиром Зеленским. Второе, очень приятное впечатление, которое я получил, это то, что люди, которые работают в этом комитете, республиканцы и демократы. Республиканцы – это практически все неорейганисты, то есть стратеги. И они и вместе с демократами находятся на одной волне. Практически полное единодушие в стратегических целях. Есть там одна паршивая овца, о котором я подробно остановлюсь. Это трампист из МАГА Матт Гетц. Я специально остановлюсь на том, какие вопросы он задавал и на что он бил, чтобы вы поняли, что будут делать и уже делают трамписты для того, чтобы провалить помощь Украине. С этим поехали. Потом мы подведем итоги, остановимся на основных моментах. Итак, Майк Роджерс, председатель комитета, в своем вступительном слове сказал, что за все время с начала российской агрессии Конгресс выделил на помощь военную, гуманитарную, финансовую, экономическую, выделил более 100 миллиардов долларов. Из них 46 миллиардов – это помощь в области безопасности, которая включает в себя расходы на поставки вооружений, на тренировки, на логистику, связанную с поставкой вооружений. То есть чисто можно ее отнести к военной помощи. И так они ее и относят. По словам Роджерса, это беспрецедентные цифры. Такой помощи другой стране Соединенные Штаты не оказывали, пожалуй, со времен Второй мировой войны. По словам Роджерса, святая обязанность Конгресса США в этой связи осуществлять тщательный контроль за тем, чтобы эти средства были должным образом использованы, и чтобы не было мошенничества и прочих безобразий.
Кроме того, значит, этот же комитет, по словам Роджерса, определяет стратегию администрации, определяет цели Соединенных Штатов оказания помощи Украине, ну и следит за тем, чтобы они выполнялись. Очень важная фраза Роджерса, которая отражает настроение его и республиканского большинства этого комитета. Этот конфликт, как он назвал это, война, должна быть закончена. Ранее он говорил, что должна быть закончена в этом году. Я вам об этом рассказывал. Так вот, война должна быть закончена, и президент должен сделать все необходимое для того, чтобы ее закончить. Это вот на этом ставилась точка в тексте его официального заявления. Но Роджерс добавил от себя важную фразу. И она должна закончиться победой. Естественно, победой Украины. Дальнейшее промедление или нерешительность в отношении путинского режима может послать плохой сигнал Китаю и его главе, товарищу Си, как сказал Майк Роджерс. Дальше выступил предыдущий, сейчас высокопоставленный член комитета, предыдущий глава, конгрессмен Смит. Надо сказать, великолепнейший дипломат, и то, как этот все преподнес, эту помощь, это, да, это квинтэссенция, это он может работать министром иностранных дел Украины. Такого качества защиту ее позиции он преподнес. По его словам, с начала войны Соединенные Штаты Америки сформировали массивную коалицию, которая вот в течение года едина в своей решимости нанести поражение Путину. И дальше, внимательно, все же самое главное здесь надзор за правильностью использования помощи. Так вот, по его словам, лучшим доказательством того, что американское оружие не перенаправляется, не попадает в чужие руки, является то, что украинцы побеждают. Хотя мы с начала войны думали, что у них нет шансов. Про победу, вернее, не победа, а то, что они побеждают, украинцы, это доказательство того, что оружие используется наилучшим образом. То есть вы чувствуете, вооруженные силы Украины, по словам конгрессмена, являются моральным оправданием того или свидетельством того, что помощь используется правильно. Пусть там чиновники гражданские воруют, что угодно делают, но вот благодаря вооруженным силам Украины это самое главное получается. Спасибо им. Они затмевают любую коррупцию, которую могут делать гражданские чиновники, потому что они храбро воюют и побеждают с этим оружием. Он коснулся так называемых пустых чеков, то есть чеков, которые подписаны, а получатель вписывает туда любую цену, любую сумму. Как вы помните, республиканцы, трамписты называют их blank, то есть пустые чеки. По словам конгрессмена, это очень уместный вопрос, который был поднят, но, по его словам, мы не даем украинцам такие пустые чеки, то есть мы не даем им все, чего бы они пожелали, мы даем им то, что необходимо, по нашему мнению, для достижения, наиболее эффективного достижения ВСУ своих целей. Он приводит пример F-16. Украина запросила F-16, но мы, по словам конгрессмена, пришли к выводу, что они не нужны. Потому что эта поставка заняла бы минимум 8 месяцев. А сейчас ситуация решающая, и она будет решающей в ближайшие 6 месяцев. Поэтому, по его словам, мы решили, что это не лучший вариант. Тем более самолет 4-го поколения, коим является F-16, будет реально бороться за выживание. Он не будет там непобедимым в воздушном пространстве Украины, потому что против него будет действовать массированная система противовоздушной обороны противника. И как результат, я вам об этом рассказывал, ни одна из сторон не имеет полного превосходства в воздухе. Поэтому такая постановка вопроса, что дайте нам F-16, иначе все,
она с практической точки зрения не имеет смысла. Поэтому вместо F-16 мы предложили то, что наиболее эффективно в данный момент. Мы предложили противовоздушную оборону и беспилотники, считая, что вот эти два элемента, они с лихвой и более успешно заместят F-16. И это будет быстрее, и это будет более оправданно с точки зрения стоимости эффективности. Дальше продолжает Смит. Мы даем украинцам только те ресурсы, которые необходимы им для победы в бою. 3 элемента: противовоздушная оборона, артиллерия, Хаймарс. Но дальше я вам еще перечислю, там триада. И это делается по согласованию с вооруженными силами, с командованием вооруженных сил Украины. Они получают то, в чем отчаянно нуждаются, как сказал конгрессмен. Сейчас мы отправляем на Украину все системы, которые только можем, и даже не думая об эскалации. Насчет эскалации мы остановимся дальше более подробно, потому что вы помните, раньше американцы проводили так называемые красные линии, воображаемые, как они думали, это красные линии Путина, и сдерживали себя в поставках в соответствии определенных вооружений, считая, что это может быть воспринято как пересечение этих красных линий, как эскалация. Все, на этом поставлена точка. Больше о красных линиях в Вашингтоне никто не думает. Единственное, что учитывается, это целесообразность на поле боя, дальше объем денег, который имеется в распоряжении правительства, который выделил Конгресс. На этом тоже мы остановимся, потому что, по словам Смита, ресурсы в каждый конкретный момент на оказание помощи Украине не безграничны. Дальше выступает доктор Колл. Это заместитель министра обороны по вопросам политики. В общем, главный политик Пентагона. И самый такой компетентный человек в отношении позиции Пентагона, в отношении оказания помощи Украине. Очень хороший человек, правильно мыслит, на правильной позиции. Вот что он говорит. Россия не достигла ни одной из своих целей. Украинцы молодцы. Последние месяцы будут решающими, и мы обеспечим их всем необходимым. Мы обеспечим украинцев так, чтобы они могли победить. То есть вопрос там, а вот какая позиция США? То есть они хотят, чтобы Украина не проиграла или выиграла. Вот вам ответ. Мы обеспечим тем оружием, чтобы украинцы могли победить. Не проиграть, а именно победить. Для этого мы обеспечим им воздушную оборону, чтобы предотвратить нападение русских на гражданское население и инфраструктуру. Мы даем им Patriot-системы, немцы дают им соответствующие системы, голландцы дают соответствующие системы. Кроме того, мы поставляем системы ПВО средней и малой дальности. Получается эшелонированная система противовоздушной обороны. Это вам вместо F-16. И она считается более эффективной, ей не надо сражаться за свое выживание так, как пришло бы F-16. И они будут закрывать инфраструктурные объекты, города, жилые кварталы и плюс танки, вот, которые будут, украинские леопарды, которые будут действовать на поле боя. Следующий элемент, значит, первый ПВО, следующий боеприпасы для артиллерии различного вида. И третий – это вооружение, система вооружения для маневренного наступательного боя. Это танки, БТРы. Ну и, наконец, последнее, пожалуй, один из важнейших элементов – это тренировка персонала ВСУ для управления этими системами. Не просто для управления системами, а для использования их в интегрированных военных операциях, где у командования, соответствующего каждого командира, скапливается вживую, так сказать, в реальном времени вся информация, где находится какое подразделение, какой танк или БТР, где находится враг, и он прямо вот как в компьютерной игре может управлять этим боем. У орков нет ничего подобного, и это должно стать величайшим преимуществом ВСУ в предстоящих баталиях.
Дальше выступает генерал-лейтенант Симс, представитель Объединенного комитета начальников штабов, который обрисовал ситуацию, которая сейчас на поле боя в Украине. Бахмут. Идут жестокие российские атаки, как во времена Второй мировой войны. Украинцы могут сломить ситуацию, переломить ситуацию. И для этого мы предоставили боеприпасы и также обучили ВСУ тому, чему было необходимо, чтобы создать ударные силы, способные маневрировать в предстоящих, боевых действиях. Вот эта тренировка, подготовка значительно увеличивает возможности ВСУ. Соединенные Штаты с января месяца подготовили 4000 новых бойцов ВСУ. Кроме того, их готовят, они еще до того готовили, а кроме того, параллельно готовят немцы, французы, британцы, как вы знаете. По-моему, датчане еще готовят. И даже Австралия, если я не ошибаюсь, готовит. Затем мы предоставили маневренные возможности. Это танки, Брэдли, Страйкер и так далее. Помимо тренировки, мы передали украинцам машины, эти все страйкеры и так далее, и необходимое количество боеприпасов, и индивидуальную экипировку, включая медицинские всевозможные вещи. Скоро мы закончим обучение украинцев в овладении новыми системами ПВО. В ближайшее время закончится подготовка экипажей для управления системой Patriot, первой батареей. Мы уверены, что украинцы будут работать в системе Patriot так же мастерски, как они работают с другими предыдущими системами. Сторч. Сторч – это генеральный инспектор Пентагона, который должен заниматься наблюдением, чтобы эта помощь должным образом использовалась в Украине, и чтобы не было в этом плане никаких проблем. Из чего-то, собственно говоря, и поднят весь шум. Но из его выступления, я так просто преамбулу вам сделаю, вы поймете, что генеральный инспектор, вся его команда находится в процессе налаживания контроля, которого фактически пока нет. Ну вот и увидите, что это означает. Он все время плывет, отвечая на вопросы. Ну вот он начинает как настоящий бюрократ. Мы подготовили 4 отчета своей работы. Последний был вчера. Он был секретный. Мы проводим сейчас около 20 инспекций и аудитов. Одновременно работает DCIS. Это команда, служба Пентагона уголовных расследований. Вот это самая страшная сила. Они расположили свою штаб-квартиру в Германии и занимаются Украиной. И следят по всему миру, чтобы, не дай бог, где-нибудь не появилось то оружие, которое американцы передали Украину. Причем это оружие поступает не сразу в ВСУ, оно поступает через Министерство обороны. Напомню, то самое Министерство обороны, о нем еще здесь будет идти речь, которое недавно отличилось золотыми яйцами. Так вот, DCIS работает по всему миру, проводит уголовное расследование, которые должны играть критически важную роль в обеспечении надзора. Мы задействуем в своей работе 90 инспекторов, и в начале этого года начали аудит. Вы об этом знаете. Это только начало, он еще не закончится, он будет идти постоянно. И цель этого всего – определить, правильно расходуются средства, выделенные на помощь Украине. Дальше вопрос заместителю министра обороны Кол. Если Россия победит Украину, какое это окажет влияние на притязание Китая на Тайвань? Важнейший вопрос. Ответ. Это сделает Китай и другие авторитарные режимы более агрессивными по всему миру. Вопрос ему же. Вопрос Сторчу, генеральному инспектору. Можете ли вы нас заверить, что Стингер и другие
чувствительные виды вооружений, которые переданы Украине, действительно находятся там, а не используются где-нибудь на стороне? Ответ Сторча, генерального инспектора. Мы делаем сейчас все возможное, чтобы гарантировать это. Помимо этого, наши исследователи из DCIS осуществляют контроль по всему миру для того, чтобы не произошло, ну вот то же самое, что он сказал минуту назад, он сейчас опять то же самое, как попугай, повторяет. Он будет наказан здесь в ходе этого, слушать его, послушайте. Вопрос. В своих расследованиях и аудитах ему же вы открыли какую-нибудь коррупцию, мошенничество? Ответ. Я не хочу раскрывать детали расследования, но мы прилагаем все силы, чтобы провести эти расследования хорошо, и мы доложим все результаты. На вопрос, вот интересно, потому что мы поднимали этот так называемый вопрос, поступают ли звонки под разрекламированные горячие линии телефонов, которые у меня висят на сайте? Да, по этой горячей линии поступает много информации, и сейчас мы ее проверяем. Прекрасный вопрос конгрессмена Смита, бывшего сейчас второго человека в этом комитете. В прошедшие 2 года он был главный, демократ Смит. Он задает вопрос замминистра обороны Колу. Объясните, почему помощь Украине так важна для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки? Почему она так важна каждому домохозяйству США? Почему они должны это знать, что это важно для них? Ответ. Если мы допустим, что если мы позволим Путину победить, то мир превратится в джунгли. И если какой-либо диктатор в мире, там, в Тегеране, в Пекине или где-нибудь еще раздумывает начать агрессию, то первый вопрос, который он себе задаст, а какая будет реакция мировой общественности, если он пойдет на эту агрессию? Если не будет никакой реакции, то во всем мире будет хаос. Несдержанная агрессия в одном месте приведет к агрессии в других местах, будет как эффект домино. Таким образом, оказывая помощь Украине, мы платим деньги для того, чтобы обеспечить мир и стабильность во всем мире во имя безопасности Соединенных Штатов. Я вот зауважал просто, то есть, ну, молодцы ребята, они выдают, то есть я считаю, что вот идет сейчас борьба за интересы Украины в общественном мнении Соединенных Штатов Америки. Наконец-то, потому что я неоднократно говорил, что последние несколько месяцев, особенно среди республиканцев, избирателей республиканцев, падает поддержка оказания дальнейшей помощи Украине. Среди них нужно вести разъяснительные работы. Ну вот молодцы конгрессмены, которые подают этот вопрос, задают наводящие вопросы, которые потом нужно будет доводить до рядовых тети Мэри и дяди Джо. Убеждая их, что лучше заплатить каждый день 25 центов, а так вот посчитали, вот эта вся помощь Украине, это 25 центов в день с каждого взрослого американца. И тогда ты будешь иметь мир во всем мире и безопасность. А не слушать трампистов и их начальника. Дальше конгрессмен Вилсон говорит замминистра обороны Колу, что надо лучше объяснять американцам, что мы поставляем им. Потому что некоторые американцы думают, что те 31 танк «Абрамс», которые мы им обещали, они нанесут, если их поставить Украине, то это ослабит обороноспособность Соединенным Штатам Америки. На самом деле у нас, он говорит, он называет вообще чудовищную цифру. 8 тысяч этих танков. Ну что там 31? Если мы поставим 31, то никаким образом не ослабим безопасность Соединенных Штатов Америки. Дальше спрашивают, почему вы отказываете какую-то часть помощи через инициативу помощи Украине, а не через президентский вот этот drawdown DPA, когда президент может просто взять
из арсеналов Пентагона и поставить. А когда это по инициативе помощи Украине, то это значит размещение на предприятиях ВПК, это должно быть изготовлено, это проходит месяцы, недели, месяцы, а может быть и год, и больше. На что Кол отвечает, что 31 миллиард помощи в области безопасности, который мы поставили за прошедший год, это невероятная сумма денег. Я даже не знаю, есть ли какой-то прецедент в истории этому. И мы пытаемся всеми силами ускорить процедуру. И сейчас мы нашли, то есть он практически здесь признал, что есть red tape. Это чудовищная бюрократическая процедура и проволочка. И вот они, то есть никто же не думал, что придется, никто не думал год назад, что придется вот осуществлять проект таких масштабов. Громоздились процедуры в мирное время одна на другой, а потом, если они есть, их надо выполнять. Так вот, за прошлый год мы нашли 80 моментов в этой процедуре и сделали 8, которые ее замедляют. Их нужно убрать или трансформировать. Мы сделали предложение о том, как это сделать, чтобы уменьшить бюрократическую волокиту и ускорить процесс. И он говорил, что еще 2-3 месяца назад, то, на что еще 2-3 месяца назад уходили там, ну, чуть ли не месяц, то сейчас это решается менее чем за неделю. То есть они работают, они молодцы в этом плане, что процесс ускоряется. Ребята не сидят, не валяют дурака. В этом связи конгрессмен Вилсон ему отвечает, доктору Колу, что нужно брать пример с Польши и Республики Чехия, которая предоставляет помощь Украине практически незамедлительно. Очень правильное замечание. Замечательное замечание. Дальше конгрессмен Кортни. Вопрос. Насколько серьезно правительство Украины поднимает необходимость сделать так, чтобы помощь шла по назначению? Отвечает замминистра обороны. Я занимаюсь Украиной 9 лет. И все это время мы очень остро ставили перед украинскими чиновниками вопрос о коррупции. То есть это не секрет. Напрасно украинские чиновники возмущаются, когда кто-то там говорит о коррупции. Это знает весь мир. Мы отмечаем, что происходит улучшение по этому вопросу в секторе обороны. Причем я обращу ваше внимание, что здесь рассматривается вопрос о использовании поставки вооружений и использовании средств исключительно на поставки вооружений, на закупки золотых яиц и на прочие цели. По этой линии, значит, деньги не шли, и это не расследуется. То есть речь идет о поставках, прежде всего, крупных видов вооружения. И мы очень остро ставим этот вопрос перед высшим руководством Украины. Пока мы не видели примеров того, чтобы оружие куда-то уходило на сторону. Ну, дальше будет, что видели, но и дальше вы увидите, что у них система пока не работает, которая позволяла бы действительно осуществлять контроль до, так сказать, до момента использования этого оружия, до того, как она пойдет туда по назначению на передовую. Вопрос дальше. Путин объявил недавно о том, что он выходит из договора по ограничению стратегических вооружений. Вопрос генералу Симсу, генерал-лейтенанту из комитета начальников штабов. Генерал Симс отвечает. Соединенные Штаты имеют самые мощные ядерные силы в мире. Мы контролируем ситуацию по всему миру. И если бы я был простым американцем, я бы даже не думал, даже не беспокоился по этому поводу, об опасности всеобщей ядерной войны. Вот такая, господа, реакция. И я тут буквально на днях читал, что Путин опять собирается трясти ядерными причиндалами, потому что ему нечего противопоставить тому, что его ожидает в ближайшие 6 месяцев на полях сражений в Украине. И вот вам реакция. То есть из этого, не из интервью, а из этих слушаний. Я вам дальше еще расскажу, там есть по этому поводу немало.
все, американцы поставили крест и перестали обращать внимание на вот эти угрозы то Путина, то там второй боевой гном есть у них в Кремле по имени Дмитрий Медведев, который тоже пугает мир страшной ядерной катастрофой. Американцы перестали на это обращать внимание, и вы поймете почему. Вопрос о том, что Путин будет применять ядерное оружие, для американцев снят. Как тот вопрос, который может повлиять на оказание помощи Украине. Кол отвечает, замминистра обороны, на этот же вопрос. Ну, во-первых, то есть, подумаешь, там Путин вышел, приостановил. Во-первых, Российская Федерация перестала исполнять это соглашение с 2020 года, когда начался ковид. Потом Путин не вышел, а приостановил членство в этом договоре. Из этого следует, что, в общем-то, это все несерьезно. И мы, кстати, когда обсуждали этот вопрос, пришли к тому же самому выводу. Поступок Путина, его угрозы не могут оказать никакого влияния для того, чтобы сдерживать нас в принятии каких-то решений по Украине. Вот он, надо запомнить это. Четкий и ясный ответ. И, в общем-то, Путин не только не сможет нас сдерживать этими угрозами, но он мало что может сделать и для себя. В плане там улучшения своих ядерных сил, какой-то рывок там сделать, потому что у него нет денег, господа, нет у него денег. Вопрос конгрессмена Ламборна на эту же тему. Если Путин применит тактический боезаряд в Украине, какие будут последствия для России? Отвечает замминистра обороны. Мы передали через несколько каналов российскому руководству по линии Госдепартамента, Министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов и Совета национальной безопасности США, что если Россия применит тактическое ядерное оружие в любом месте, включая Украину, в любом виде, в любом масштабе, то это будет воспринято как событие, которое коренным образом меняет ситуацию во всем мире. То есть по-американски, по-английски это звучит более драматично. То есть оно перевернет весь мир, если он это сделает. Это повлечет за собой такие последствия для России, которые далеко превзойдут все то, что Россия когда-либо испытывала в своей истории. Помните, приблизительно Путин также грозился. Но я думаю, что это серьезно, это не блеф, как обычно делает Путина. Мы снимем с себя все ограничители, которые до сих пор на себя накладывали. Но дальше. Хорошая новость состоит в том, что они, русские, вряд ли это сделают. И вот вам еще раз ответ. То есть наплевать и забыть. У Путина забрали последнее ядерное пугало. И мы совершенно точно, то есть правильно с вами об этом говорили несколько дней назад, когда, обсуждали вопрос о том, что боеголовки то ли их нет, то ли они ржавые, и это вызвало такую бурную реакцию у мадам Скоробеевой, а через пару дней после этой бурной реакции, Путин и вышел из договора «Старт» для того, чтобы, самое главное, чтобы не пускать американских инспекторов на соответствующие объекты, чтобы они не увидели, в каком состоянии действительно находятся эти боеголовки. Потому что раньше их так пришли, посмотрели, окей, ушли. А теперь могут посмотреть и тщательнее, как говорил Жванецкий, а действительно ли там ядерная боеголовка или болванка просто. Очередной вопрос конгрессмена Ламборна. Как дела у русских насчет гиперзвукового оружия? Генерал Симс отвечает. Я отвечу на это за закрытыми дверями. То есть секретное совещание у них сразу должно быть после этого. Вообще должен сказать, что Россия испытывает очень серьезные трудности с любыми видами боеприпасов. Ключевое слово любыми, включая так называемое гиперзвуковое оружие.
И украинцы уничтожают это оружие в очень больших количествах.